Мы продолжаем уже теперь 2 мая наши обзоры, наши аналитические разборы сделок, предстоящих и прошедших, и как мы это видим, как мы это делаем, и почему это не финансовая рекомендация. Да, наш эксперимент мы начали 17 апреля, и вот мы уже на 29-й сделке. Сейчас откроем наш любимый TradingView. Опять же, хочется напомнить, что не финансовая рекомендация. Все, что мы делаем, делаем для себя, делаем, как мы это знаем, как мы это учили. И начинаем с TradingView. Все, что мы прорисовываем или устанавливаем уровни, работает филигранно. Да, мы видим, как мы выставили вчера нашу позицию на Bybit, на бирже Bybit. И вот ночью ее подхватило. Да, выставляли мы вечером с любимым роботом. Ночью подхватило. Была возможность, то есть цена пошла в нашу сторону. К сожалению, не хватило 15 центов. И сейчас цена скорректировалась. И ждем ее опять вот у этих границ. Да, и как ты оцениваешь вероятность? Да, я вижу, что появилась консолидация, и локально тренд восходящий. В рамках этой консолидации мы сейчас у нижней границы, и у тебя там проведена даже трендовая. Также можно сказать, что мы еще и опираемся слегка на трендовую, поэтому вероятность отработки сценария ну, достаточно высокая. Поэтому я бы ничего здесь не делал и просто ожидал. Да, есть, скажем, такой у нас вариант закрепиться ниже синей линии. Мы уже его пробовали 3 раза здесь, да, и сейчас я вижу, что у нас, ну, хоть и мелко, но видно, что у нас здесь лои не обновляются в этой консолидации, как минимум пока каждый следующий лой выше предыдущего, и я думаю, что у нас все будет хорошо. Поэтому филигранно, не филигранно, но движемся заданным курсом, да, и как этот, мне очень нравится выражение, все идет по плану, план не всегда хороший. Тоже говорит RSI, что RSI внизу, и, как правило, снизу он идет вверх, в принципе, все хорошо. Ну, сейчас сложно что-то говорить, да, есть 15-минутные вот эти тайминги, которые я заметил, и ты заметил, что в них ориентироваться на истинность направления сложно, потому что, как правило, они в эти переходные моменты, да, когда 1 час переходит в другой, 15 минут до следующего часа и 15 минут в начале следующего часа, обычно такая какая-то история неопределенная. Мы это с нашим инопланетным гостем неоднократно подтверждали в наших поисках Грааля. Вот. И, в общем-то, я думаю, что если у кого-то из зрителей есть похожие выводы, вы тоже поделитесь с нами в комментариях. У меня такой интересный вопрос возник. Вспомнил, вчера было много фильмов из детства, я вспомнил фильм «Откуда вы, инопланетные гости?» Да, там был ответ такой: «Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы». Вот откуда ты? Расскажи нашим зрителям, откуда ты прилетел к нам. Да, фильм называется «Гости из будущего». «Гости из будущего», да, спасибо. Да, прилетел я, ну, еще даже не задумывался над этим вопросом. Наверное, планета трейдинга. Спасибо за открытие новой планеты для нас. Ну, я тоже не скажу, на каком заводе секретном белорусском я собран, но мы об этом поговорим в одной из каких-нибудь передач. Если вы напишите, что вам интересно в комментариях, то мы раскроем эти секреты. Ну и, наверное, я поделюсь своими сделками и какие мысли у меня в дальнейшем. Я вчера говорил о том, что ну, хотел зайти вот от нижней границы вот этой базы, увидел, что не стоит, дождался подтверждения на выход снизу, но вниз тоже не пошел, поскольку, ну, если бы и был поход, да, он и был, в принципе, вот здесь был имбаланс, здесь такое себе было сочетание риск-прибыли, ну, я не рискнул, да, все-таки у нас глобально тренд восходящий, здесь дождался, когда на малом таймфрейме, ну, оно видно, что вот здесь у меня проведена оранжевая линия, дождался подтверждения и вошел в сделку вот здесь. Да, у меня уже была прибыль определенная вот в этом моменте. Сейчас я, как и ты, немножко ушел в зону, которая у меня здесь не шартовая, зона стоп-лосса, да, и пока не так глубоко, но все-таки есть. И почему такая цель у меня проведена, да, потому что вот у меня здесь цена оставила имбаланс, я его зафиксировал, и так вот по истории, что мы капельку не достаем обычно до имбаланса, либо же расторговываем его чуть дальше, поскольку у меня риск-прибыль здесь
даже больше, чем 3-1, я считаю, что сделка, в принципе, имеет право на жизнь. Нам нужно сейчас опять еще, ну, то есть не пробить вот этот уровень смены тренда, который у меня прорисован, от него оттолкнуться, и это мой позитивный сценарий, прорисованный зеленой штриховой. Лучше всегда иметь два сценария, и я на всякий случай прорисовал еще и красный сценарий, дабы понимать, что делать в противоположном случае, и вдруг все пойдет не так, как я захотел, возможно, я перезайду еще вот так. Ну и, как мы знаем, да, почему мы торгуем 3-1, что здесь, получив одну часть убытка, да, мы, проторговав, получив 3 прибыли, компенсируем одну и получаем 2 плюс. Вот такой вот простой риск-менеджмент за минуту. И у нас была сделка, которую я показывал по форткоину вчера, говорил о том, что буду ждать реакции от этой линии. Да, сделка вот она прорисована, вот это был вход. Мы пришли к этой линии, я на всякий случай закрылся, прибыль составила 48%, мы с тобой об этом говорили. Вот, но цена пошла дальше, перезаходить не буду, потому что, ну, как бы зачем? Я свое забрал, буду наблюдать, хотя сделка была прорисована вот такая, синица в руке, о которой мы вчера говорили. Вкратце вот так, рыночек подрос, снизилась еще больше на биткоине волатильность, что предрекает нам в скором времени сильная активность, волатильность повысилась. Ну, мы уже неоднократно говорили, что от этой зеленой либо чуть выше, либо чуть ниже мы всегда выскакиваем обратно вверх в району 12-14, и тогда мы на одном из обзоров, наверное, проведем здесь линии, да, в какой момент была низкая волатильность и что потом произошло, будет, наверное, зрителям интересно, как волатильность влияет на графики. И напишите в комментариях, если интересно. Ну, а по факту мы сейчас имеем показатель 96,8. Это довольно такой успокаивающий результат. Мы говорили о том, что зайдя и закрепившись над вот этой зеленой линией, а еще лучше над синей, я буду чувствовать немножко спокойнее себя в плане того, что у нас есть некое подтверждение смене нисходящего тренда, да, потому что это такой основной уровень у меня отрисован, закрепившись над которым, я буду ожидать уже похода выше, выше и выше. Интересно, да, что у нас впереди выходные, волатильность снизилась, выходные манипулятивны. Ну, как очень часто бывает, да, все так условно предсказуемо, поэтому, ну, мне кажется, что в выходные что-то произойдет, либо мы подтвердим этот сценарий, либо опровергнем и пойдем выше. Вот. Да, хотелось подытожить, что так как мы продемонстрировали, сделали презентацию по нашим позициям, и, конечно, себя чувствуешь очень спокойно, когда у тебя есть четкая прорисованная стратегия твоя, да, даже если ты не в сделке или если ты в сделке, но цена рядышком ходит, то все равно ты чувствуешь себя спокойно, потому что ты знаешь, какой убыток возможен и какая прибыль тоже прорисована. Ну и до новых встреч, друзья, посмотрим, что из этого получится. Завтра включайтесь и задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь.